Украине дадут зеленый свет в Евросоюз, первые погибшие от столкновений сторонников Израиля и Палестины и срочное заявление НАТО. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В Донецке разбит центр подготовки операторов беспилотников. Местные паблики пишут о пострадавших. Хорошо, бахнуло. Израильская армия готова уничтожить один из крупнейших лагерей Хамас в секторе Газа. Мы находимся в состоянии войны уже месяц. Мы наносим серьезный удар Хамасу, наносим урон руководству Хамаса, наносим урон командирам, наносим урон террористам. Премьер-министр Португалии после коррупционного скандала идет в отставку. Я, разумеется, подал его превосходительству президенту республики прошение об отставке. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забудьте ставить лайки, не забудьте оставлять комментарии, свои мысли, может быть, пожелания. И не забывайте подписываться на наши каналы. Поехали. В оккупированном Донецке взрывы. Местные жители сообщают о том, что дым видно из многих частей города. Местные паблики пишут, что прилетело в Республиканский центр беспилотных систем, так называемый ДНР. Он готовит операторов БПЛА. Донецкие телеграм-каналы пишут о как минимум 5 пострадавших. Большая семерка должна выступать единым фронтом и сплотиться перед лицом кризиса, говорит госсекретарь США перед встречей министров иностранных дел G7 в Токио. Министры собрались поговорить и про Ближний Восток, и про Украину. Даже Дмитрия Кулебу включат по видеосвязи. Во-первых, всегда приятно снова оказаться в Японии. Это очень важный момент. Мы очень благодарны Японии за ее лидерство в G7, особенно в этот момент. Повестка дня, которую Япония определила для G7, включая постоянную поддержку Украины, работу, которую мы проводим вместе, наше участие в поддержке стран по всему миру и, конечно, работа, которую мы проводим вместе в плане трехстороннего сотрудничества с Республикой Корея. Все это жизненно важно, и мы ценим лидерство Японии. И, конечно, я очень ценю слова поддержки и сочувствия в связи с ужасной атакой Хамас, в результате которой погибли американцы, а также американские заложники. Это очень важный момент для Большой Семерки – собраться вместе перед лицом этого кризиса и выступить, как и мы, со своим справедливым мнением. Я, как и вы, с нетерпением жду наших дискуссий. И еще раз выражаю благодарность и признательность вам, личной Японии, за то, что собрали нас вместе. Представители Большой Семерки встречаются в преддверии сразу нескольких событий. Это и саммит лидеров Китая и США, это и заседание Еврокомиссии. Украина выполнила 4 из 7 критериев для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, который, правда, еще не опубликован, но материалы которого оказались в распоряжении у Радио Свободы. В частности, там говорится о том, что Украина не выполнила несколько важных условий. Как минимум, борьба с коррупцией предполагает принятие еще нескольких изменений для антикоррупционных органов, чтобы они работали полноценно. Кроме того, корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк пишет, что, скорее всего, Еврокомиссия рекомендует таки начать переговоры о вступлении в Союз для Украины и Молдовы, а Грузии оставить статус кандидата, разработав условия для перехода на следующий шаг. Но даже если переговоры стартуют не раньше марта 2024 года, то сам процесс вступления может занять до 10 лет. В Калифорнии во время столкновения участников 2 акций протеста пропалестинского и произраильского митинга погиб человек. Канал CBS Лос-Анджелес сообщает, что офис шерифа округа Вентура опознал 69-летнего мужчину как Пола Кесслера, участника произраильской акции протеста. Демонстрации ненависти имеют последствия, и мы видим это по всей стране. Насилию над нашим народом нет места в цивилизованном обществе. Единственный ответ на антисемитизм – это не прятаться. Он заключается в том, чтобы стать сильнее и гордиться собой. Мы реагируем на существующий страх, но мы не хотим, чтобы наши люди прятались. Те времена прошли. Лозунг «Никогда больше» – это сейчас. После окончательного выхода России из договора об обычных вооружениях в Европе, страны НАТО решили приостановить действие этого договора.
Страны НАТО осуждают решение России выйти из договора об обычных вооруженных силах в Европе и ее агрессивную войну против Украины, противоречащую целям договора. Выход России является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность. Согласно этому договору, в пределах его действия государства обязались иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, и их суммарное количество не должно было превышать определенных параметров. Накладываются ограничения на количество обычных вооружений и техники для каждой страны и устанавливаются процедуры, по которым количество техники можно уменьшать или увеличивать. К тому же описывались процедуры проверки. Премьер-министр Португалии подал в отставку. После серии обысков в своей резиденции и других министерствах он был вынужден сказать президенту страны, что уходит. Все дело в предоставлении концессий на разработку литиевых месторождений и проектов зеленого водорода. Португальские правоохранители увидели там нарушения. На протяжении почти 8 лет работы на посту премьер-министра я посвятил свое сердце и душу служению Португалии и португальцам. Естественно, я был полностью готов посвятить все свои силы выполнению мандата, который португальцы доверили мне, до окончания работы этого законодательного органа. Достоинство функции премьер-министра несовместимо с какими-либо подозрениями относительно его честности, его хорошего поведения и тем более с подозрениями в совершении каких-либо преступных действий. Поэтому в данных обстоятельствах я, разумеется, подал его превосходительству президенту республики прошение об отставке. Хамас и его лидерам наносится серьезный урон. Начальник генерального штаба Израиля говорит, что их силы, цитирую, знают, как добраться до любой точки Ближнего Востока. Конец цитаты. И что израильские войска, изолировав район, захватили лагерь боевиков Хамас и готовы атаковать тех, кто скрывается в подземных тоннелях и бункерах на севере сектора Газа. Мы находимся в состоянии войны уже месяц. Мы наносим серьезный удар Хамасу, наносим урон руководству Хамаса, наносим урон командирам, наносим урон террористам. Мы разрушаем инфраструктуру Хамаса в Газе. Мы также постоянно готовы к действиям в других районах. Я случайно увидел сейчас в 140-й эскадрилье авиационную поддержку истребителя Адир F-35 по силам, которые находились на расстоянии 200 метров. Мы не делали этого раньше с очень тяжелым вооружением, очень хорошей связью между тем, что нужно силам, и тем, что самолет знает, как обеспечить. И эта связь воздуха и земли вместе, мы всегда знали, что она сильна, и мы видим, что она намного сильнее, чем мы думали. Вооруженное крыло Хамас, бригада Аль-Кассам, заявляет, что за 48 часов их боевики подбили 27 израильских военных машин, но несут значительные потери в прямых столкновениях с израильскими войсками. Проверить информацию в условиях войны невозможно, напоминаю еще раз, но также в Хамас заявляют, что большинство заложников захваченных организаций и погибших в результате израильских атак были иностранцами. Но ответственность себя они, естественно, перекладывают на Израиль. Палестинский народ непоколебим, и он будет непоколебим до тех пор, пока не закончится израильская оккупация. Международное сообщество, массы, люди от Токио до Вашингтона и Парижа, они на улицах скандируют против израильского варварства. Журналисты компании NHK также побеседовали с Ахмадом Зайдабади, аналитиком иранской дипломатии. И по его словам, иранское правительство придерживается принципа противостояния международному порядку и рассматривает США и их союзников как вечную угрозу. Поэтому, когда утихнет этот конфликт, сказать очень сложно. Колонна главы Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению. Один охранник был убит, сообщают турецкие медиа. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Сыны Абу Джандаля». Некоторое время ранее эта же организация выставила ультиматум Махмуду Аббасу, в котором обязала его выставить свою четкую позицию и объявить о полном несогласии с оккупацией. Ну а теперь не новость, а скорее просьба. Защитники из отдельного отряда специального назначения собирают на прибор ночного видения. И мы с вами можем им в этом помочь. Шановні підписники телеканалу Нехта, Збройні Сили України звертаються до вас за допомогою. Просимо вас долучитися до збору на монікуляр ПВС-14, який буде нам допомагати виконувати роботу.
Просимо вас не бути байдужими та допомагати Збройним силам України в ці тяжкі часи. Слава Україні! Живе Білорусь! Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше, и это видео смогли посмотреть как можно больше людей. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.